4 огонь. Сейчас мы просто зачищаем эту лесополосу, стреляя по 2-4 снаряда за раз. Познакомьтесь с Руной, командиром зенитно-артиллерийского подразделения. Это женщина, ведущая боевые операции на передовой. Ее работа совсем непростая. Руна командует зенитной пушкой С-60, 57-миллиметровым орудием, которое старше ее на несколько десятилетий и требует постоянного обслуживания. Эти пушки достали со складов в 2022 году из-за нехватки артиллерии в украинской армии. С максимальной дальностью всего около 5 километров, Руна и ее расчет вынуждены подводить эту 5-тонную махину опасно близко к позициям противника, часто прямо в зону прямой видимости. Ее стойкость и выдержка, безусловно, вдохновляют. Сегодня в вооруженных силах Украины служит более 68 тысяч женщин. Это больше, чем вся сухопутная армия Германии. Более 5 тысяч из них непосредственно участвуют в боевых миссиях на передовой. Мы расскажем, почему украинские женщины выбирают армию, с какими трудностями они сталкиваются на войне и какие роли выполняют. Прежде чем попасть на фронт, украинским женщинам сначала нужно попасть в армию, а это само по себе испытание. С медицинским образованием или без, меня просто сразу отказывались брать в боевые подразделения. Отказывали много раз. Смотрели на меня и говорили: «Тебе 19, ты, наверное, еще сама не знаешь, чего хочешь». Активные боевые действия и стереотипы заставляют многие части неохотно принимать женщин, даже на тыловые должности, не говоря уже о боевых. Они сказали: «Можем предложить тебе административные роли: деловод, бухгалтер, юрист, геодезист». Я все выслушала и сказала: «Хорошо, но это не то, что я хочу. Я хочу служить с оружием в руках». Они просто уставились на меня и сказали: «Мы не берем женщин на такие должности». А я им ответила: «Ну, думаю, возьмете». До 2022 года женщины на передовой были редкостью. Одна из немногих, морпех Ярына Черногуз, говорила: «Сначала смирись с тем, что будет нелегко. Смирись с тем, что, придя на работу, которую в основном считают мужской, ты столкнешься с кучей препятствий, недоверием со стороны сослуживцев и командиров. Нужно просто пробиваться сквозь все это». Сейчас ситуация заметно улучшилась. Женщины могут занимать большинство боевых и небоевых должностей. Они служат снайперами, боевыми медиками, операторами дронов, клерками, юристами. А с медицинским образованием можно попасть в армию по упрощенной процедуре. Для некоторых женщин гражданская жизнь просто не давала удовлетворения. Еще недавно я сидела во Львове, пила кофе. Теперь я стою здесь в полной экипировке. Просто донатить каждый день мне было мало. Я хотела делать больше. Другие приходят с четкой целью – отомстить за погибших близких. Я потеряла друзей, парня, очень близкого человека. Мой командир по прозвищу Ведьма пообещала мне крупнокалиберное оружие для большой мести. В армии женщины часто шутят о своем месте в войсках. Честно, я думаю, что женщины созданы для армии. Во-первых, мы меньше ростом, нас сложнее заметить. На форму уходит меньше ткани. Мы едим меньше, можем дольше обходиться без еды и воды. И даже кровь у нас сворачивается быстрее, если мы ранены. С таким подходом женщины становятся боевыми медиками, наводчиками, а иногда и штурмовиками на передовой. Я военнослужащий штурмовик. Мы выпрыгнули из Брэдли, и все. Я на войне. Пули свистели над головой. Я уже перевязывала кому-то разорванную руку. Это уже не учение, это реальный бой. Чтобы стать женщиной-штурмовиком, нужно не только физическая, но и серьезная психологическая выносливость. Часто они работают вдвое усерднее мужчин, чтобы доказать, что достойны своей должности. Мне приходится работать в 2 раза больше, чтобы показать, что я справлюсь. Возьмем, например, «Пантеру», закаленную в боях военнослужащую из бригады «Людь». Что значит ярость? Эта бригада сформирована добровольцами, многие из которых служили в полиции. Для
некоторых женщин служба в патрульной полиции – это лишь подготовка перед тем, как они перейдут к боевым задачам, заменив штрафные квитанции и патрульные машины на винтовки и легкую пехоту. Перед тем, как попасть в свое подразделение, Пантере пришлось преодолеть еще одно препятствие – получить разрешение родителей. Командир сказал: «Позвони родителям и скажи, что ты идешь в Людь». Я позвонила прямо при нем и сказала: «Я иду в Людь». Мама с папой начали: «Сделайте что-нибудь, чтобы она не прошла отбор». Они были против до самого конца, но упорство Пантеры окупилось, теперь она на полигоне готовится к новым боевым заданиям. Разве это не заслуживает уважения? Иногда люди даже не верят, что женщины служат на боевых должностях. Он сказал: «Твой медик знает больше, чем командир батальона». «Кто тут медик?» Я ему: «А как ты думаешь?» Он: «Ты». Я смеюсь: «Я не медик, я пулеметчик». Он посмеялся, а я ушла, подумав: ну парень хороший, даже если не верит. Потом он всех моих парней и командиров переспросил. Вернулся и говорит: «Можно с тобой фото? Никто же не поверит, что ты пулеметчик». Женщины в ВСУ служат в боевых ролях, независимо от роста или комплекции, движимой непоколебимой волей сражаться. Мой пулемет больше меня. Я стреляю стоя в полный рост, а парни сгибаются. Я даже могу залезть на плиту миномета, если она стоит устойчиво, чтобы был лучший обзор. Например, Валентина. Ей всего 19, но она уже управляет 120-миллиметровым минометом 2Б-11 Сани, умело уничтожая позиции врага. Ее оружие не из легких. Сам миномет весит 200 килограммов, а каждый снаряд 16 килограммов. Развертывание миномета тоже задача не для слабых. Ствол устанавливается на врытую в землю плиту, закрепляется сошником, который нужно быстро и точно настраивать. Работа Валентины – следить, чтобы миномет был установлен правильно, вместе с артиллерийским прицелом. И это не так просто, как кажется. Ее командир – ведьма, опытная воительница. Работать с ведьмой – одно удовольствие. Она отдает четкие продуманные приказы, и все идет по плану. Она – стальная женщина, идти на фронт или решать проблемы ее ничто не пугает. Еще одна несокрушимая женщина – Чили, снайпер из бригады «Рубеж». Если враг засек снайпера, он бросает на него все, что есть. Но даже в таких условиях Чили хладнокровно выполняет миссии. Задача снайпера – вывести врага из строя. Неважно, куда попадешь, важно, чтобы он больше не участвовал в бою. Ее оружие – винтовка УР-10 калибра 308. Мне она нравится. Легкая, удобная, просто отличная снайперская винтовка. Оптимально на дистанциях от 300 до 800 метров. Потом снайперы переходят на более крупные калибры, вроде 338-го Баррета или Ругера. Чем выше твой уровень, тем крупнее калибр. Если кто-то хочет стать снайпером в нашей бригаде, милости просим. У нас отличные инструкторы, которые научат всему, и винтовкам, и их применению. Но снайперу нужно не только мастерство, но и снаряжение. И здесь у женщин свои трудности. Форма. Когда женщины приходят в армию, им выдают мужское белье. Серьезно. Годами женщины заказывали пошив формы, переделывали мужскую экипировку и буквально носили мужские трусы. Ситуация меняется. В 2024 году заказали 65 тысяч комплектов женской формы с лучшей посадкой. Сделали выточки в груди, изменили воротник, расширили бедра, добавили боковые разрезы для удобства. Даже затяжка на спине есть, чтобы подогнать по фигуре. Но при этом по-прежнему не хватает базовых гигиенических средств и лекарств. Об этом почти не говорят. Я поняла, что нужно носить с собой лекарства от проблем с мочевыми путями из-за холода, нехватки воды или гигиены. В моей аптечке не только обезболивающие и жаропонижающие, там есть и все для таких случаев. Эти трудности есть даже на курсе молодого бойца, который одинаков для мужчин и женщин. Там становится ясно, кто готов к
бою, а кто больше подходит для других ролей. В большинстве частей есть дополнительная подготовка, и женщины, которые хотят воевать, имеют все возможности. После подготовки женщины, выбравшие передовую, часто оказываются лицом к лицу с врагом в смертельно опасных ситуациях. Я зачищаю окопы и иду первой. Один раз я завернула за угол и буквально нос к носу столкнулась с врагом. Он был без оружия, просто шел. Я застыла, и он застыл. Он был в 5 метрах, смотрел на меня, и я просто замерла. Почему? Потому что одно из правил, что вбивают нам: не стреляй, пока не уверен, что это не свой. Этого правила придерживаются и боевые медики, среди которых много женщин, хотя работа очень тяжелая. Пневмотораксы, гемотораксы, ранения головы, живота, даже травмы за броней, когда осколки пробивают бронежилет. Были ампутации. Мы видели все, что только возможно. Несмотря на давление, украинские медики спасли десятки тысяч жизней, но и рискуют они не меньше, чем бойцы, которых лечат. Нашу позицию разбомбили, и парни вытащили раненого. Мы пытались его перевязать прямо на улице. Я подняла голову, и РПГ взорвалась в паре метров от меня. У меня тоже были контузии. 120-миллиметровая мина упала рядом, и теперь одно ухо плохо слышит. Но это ерунда по сравнению с тем, через что проходят другие. Одна из женщин, чья история облетела весь мир, Руслана Данилкина, потерявшая ногу, когда кассетный снаряд разорвал сиденье, на котором она ехала. Я помню взрыв, инстинктивно пригнула голову, потом посмотрела вниз, держу колени и сразу поняла, что произошло. Не хотела верить. Закричала товарищам: «Что случилось?» Но ответа не было. Если бы рядом не оказались медики, Руслана умерла бы от потери крови. Сейчас она проходит реабилитацию вместе с сотнями других женщин, возвращая себе жизнь. Я хочу жить, хочу показать, что это возможно. Моя простая мечта – встать на коньки и снова кататься. Хочу ездить на велосипеде. Потеря ноги не значит, что я потеряла все. Эти женщины оставили семьи, близких и прошлую жизнь, чтобы защитить все, что им дорого. Их решимость по-настоящему вдохновляет. Что бы ни случилось, они остаются верны выбору и с гордостью выполняют долг. И хотя базовые потребности у женщин в армии такие же, как у мужчин, есть то, в чем они едины. Им нужны боеприпасы, чтобы приближать победу. Если бы был пожизненный контракт, я бы подписала его не глядя. Я надеюсь, что мы сможем как-то все это закончить. Верю, что наше единство поможет. Чья история тронула вас больше всего? Руны, командира зенитного подразделения, Чили, снайпера или пантеры, штурмовика? Напишите в комментариях.